я остановился. Так вот, у нас здесь еще раз вот есть route вот этот, у которого есть вот эти параметры, которые уже описаны, да, что вот тут string, а тут integer, а тут вообще вот enum. И также описывается ответ. А именно, вот, например, в таком формате нам приходят данные. И, соответственно, к нему, к ответу привязана схема. То есть мы уже знаем вот эти схемы. То есть вот такой нам ответ приходит на тот верхний запрос. То есть количество записей и сами данные. И получается, пример search result – это уже вот эта штука. То есть это просто описание одного объекта. И тут тоже, соответственно, вот есть все тайпинги. Вот. А теперь мы смотрим, что у нас генерировалось. Вот, например, этот самый периметр response. И тут у нас, то есть, уже все сгенерировано. Типы, например, вот records total number, perimeters – это массив вот этих вот объектов. И вот сам объект, который описывается вот таким интерфейсом, то есть все типы у нас сразу же подтянулись с бэкэнда. То, что они нам описали. То есть нам самим, получается, уже типы не надо описывать. То есть мы, получается, синхронизированы бэкэнд, с бэкэндом в этом плане. Это первое. И, соответственно, глянем еще на сам запросик. Вот, get pageable perimeters. Сразу, то есть, он нам подсказывает, что какой параметр означает и какой тип там ожидается. Сейчас покажу прямо в коде. Вот он. Немножко кривой, я бы сказал, метод для примера, но пойдет. Короче, есть сага, и в ней как раз мы используем, в ней мы делаем запрос. Используем этот perimeters контроллер, и внутри него, соответственно, get pageable perimeters метод. И уже вот тут мы, получается, видим, что нам надо отправить current page, это number, page size number и тому подобные вещи. То есть, получается, все сразу у нас перед глазами, что мы отправляем и в каком виде. И, соответственно, вот те типы, тоже, которые сгенерированы, мы можем вот здесь вот указывать и сразу понимать, что вот у нас дата имеет вот такой вот тип perimeter response. И то есть все это мы используем постоянно. И вот сами... можно вопрос, а вот этот файл saga.ts, он тоже сгенерирован автоматически? Нет, это уже мы пишем. Сгенерированы, понятно. получается, сами методы и типы, с которыми эти методы взаимодействуют. В саге уже вызывается метод. Да. Вот в данном примере, да, внутри саги мы делаем запрос. Вот это. Можно сделать, чтобы это в хуке генерировалось? То есть, как бы, ну, не функция, а вот именно прям в кастомные хуки, чтобы это можно было сразу в компоненте указывать. Ну вот смотри, вообще, я думаю, что можно написать какой-нибудь... То есть вот это же мы не обязательно можем, да, в саге вызывать, а где угодно, в принципе. Но, насколько я понимаю, просто вот этих вот генераторов, вот здесь, где я указывал TypeScript Access, их на самом деле очень много, но вроде бы... То есть там есть для Angular, да, даже, или для Vue, то есть для... Короче, очень много генераторов, но вроде про хуки конкретно я ничего не помню. Но я думаю, что можно написать какой-то свой хук, который, соответственно, будет внутри дергать какие-либо контроллеры с какими-либо параметрами. Вот. То есть, по идее, это... Да, то есть это автоматически просто запрос, и мы сразу видим, что он получает на вход и что он дает нам на выходе. Вот. А где уже мы его будем вызывать, это уже не так важно, то есть можно свои обертки придумать. Ну, и по идее, даже не знаю, что я дальше хотел еще сказать. И это можно привязать к hot reload, правильно? Ну вот, допустим, ты что-то меняешь, и он автоматически сработал. Хотя нет, он же это все сервер. Смотрите, как это в хуке вернуть, я знаю. То есть в случае чего окей, классный библиотека. На самом деле очень круто. Генерация кода – это очень хорошо. Вопрос только в том, вот вы код генерируете, он лежит в репе или он под git игнором? Я так немножко не понял этот момент.
смотри. Нет, получается, тут как бы разные подходы есть, да? Но вообще мы подген выпускаем при каждом билде. То есть при каждом билде он подхватывает актуальное описание, которое нам предоставляет бэкэнд. И, кстати, это один из плюсов, потому что мы, получается, сразу же на этапе билда отлавливаем, типа, если у нас какие-то ошибки уже при взаимодействии с бэкэндом, а не если бы, например, поменяли сами руками здесь какие-то запросы, а вдруг на проде оказалось, что ну что-то там не так сцепилось, да, с бэкэндом. Вот, это один из плюсов. Круто. Ну, на самом деле, да, хорошо. Да, я бы сказал, отлично даже. Круто. Здорово. А еще вопросики какие-нибудь? Много ли там, покажи еще раз эту директорию, много ли там нагенерировано? Сейчас, ну вообще, то есть это же зависит, получается, от самого свайдера, то есть чем больше. Да понял, ну на самом деле немного. Не, ну вот там минимальный у вас набор этих методов, и сколько в итоге файлов ну смотри, сгенерировало? вот эта вся фигня получается. API — это как раз тут описаны типы, и, кстати, вот еще те enum, которые я показывал, то есть сразу видно, какие параметры передаем. И вот это периметр контроллер, это его метод. Под капотом, конечно, тут много всего, но оно, в принципе, работает. Внутри base что там? Base TS. База TS. Это нужно для самого кодгена, то есть он тут задает base pass, еще collection forms. Короче, это нужно для работы вот этого API файла. То есть, например, сейчас, наверное, не покажу. Если бы мы, например, посылали запрос в виде форм даты, то там есть проблема, что, насколько я помню, массивы, например, нельзя посылать в полях форм даты. То есть только строчки, да, там через запятые как-нибудь. И вот как раз, например, вот здесь указано, что collections formats CSV, и если бы мы делали запрос и отправляли бы в нем форм-дату, то он бы вот тут внутри использовал для форм-даты, короче, он бы сам это под капотом парсил. То есть он бы перевел массив, который мы передали здесь на входе, в строчку, короче, строковую нотацию, грубо говоря, массива. Configuration — это больше про access, то есть это то, что ему надо. Кстати, тут еще вроде можно всякие приколы сделать как раз с авторизацией, но я с этим конкретно не разбирался еще. У нас тут не будет ничего. Да? Ну, у нас, да, авторизации не будет. Ну да, в натуре. Хотя, подожди. Ну ладно, это отдельная тема. Не тема этого собрания. Но так, по идее, вот. То есть сколько Ну, бы ни было там все равно, да, токен нужно будет передавать, какой-то access токен в любом случае. Я просто сейчас документацию эту читаю, со всем этим разбираюсь. Вопрос не по теме, а у вас как бы вот этот вот бэкэнд, да, который генерирует Swagger, он как бы у вас как основной шлюз для фронтенда. То есть вы к нему будете обращаться, ну, как API, и он уже будет по микросервисам ходить, правильно? Вы как бы без BFF сейчас все это делаете. Ну, видишь, получается, что это как раз наш BFF, только он не на JavaScript, а на Java. В смысле, не на ноде. Да. Ну да, мы то же самое сейчас делаем, только на ноде. Вот, и, соответственно, если вы сделаете свой свагер, вы, по идее, можете, да, на фронте по этому свагеру генерить методы. Угу. Ну, останется только не download, да, делать, как бы не скачивать его, а генерить уже прям то, что у нас в папочке будет лежать. Ну у вас монорепа же, да, там в одном месте, да, тогда без проблем. Что-то еще вроде хотел показать интересное, значит, не припомню. То есть, в принципе, Swagger поддерживает очень много разных приколов. Не Swagger, а OpenAPI, то есть именно вариацию вот этих вот описания
самих реквестов, и в том числе и респонсов. То есть, например, сразу видно, что мы отправляем в виде query, что мы отправляем прямо в пути, как часть пути, что мы в боди отправляем и тому подобные вещи. И, соответственно, можно даже просить бэкэндеров, чтобы они даже какие-то типы здесь описывали, которые важны для бизнес-логики. То есть если они их используют внутри себя, но как бы не привязывают их к конкретным запросам, но чтобы оно все равно было в схемах, чтобы вот эти типы тоже синхронизировались между фронтом и бэком. Вот. А так получается, что преимущество, которое есть вот у этого подхода, это то, что реально заранее мы можем понять на этапе билда, есть ли у нас проблемы с интеграцией с бэкэндом, например, что-то не так с типами, да, или где-то лишний параметр передается. И, в принципе, то есть получается такая какая-то унификация, и, ну, грубо говоря, меньше кода писать, и это удобно, сразу видно, что куда и что откуда. И, наверное, на этом я, закончу.